Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этой видео – как выбирать правильных женщин, как научиться понимать женщин. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, важно понимать мотивы, поступки и поведение современных женщин. Бытует такой стереотип, что женщины движутся исключительно инстинктами, поэтому часто у мужчин возникает неправильное восприятие женщин. Мужчины часто считают, что женщину нужно держать в узде, и как только он дал слабину, женщина пытается тут же совершить инверсию доминирования. Так вот, далеко не каждая женщина ведет себя именно так. Есть определенная категория женщин, которые не ведут себя так. Есть женщины, которые не движутся самочным инстинктом. Что их отличает? Они обладают высокой рассудочной деятельностью, и мужчинам в развитости ассоциативной коры не уступают. Дело в том, что объяснение женщины одними лишь инстинктами неверное. В чем тут заключается проблема? Эта ошибка приводит к тому, что мужчина берет на себя излишнюю ответственность, перенапрягается сам и перенапрягает женщину. Допустим, мужчина выбрал для построения отношений неправильную женщину и пытается ее переделать. В чем тут заключается проблема? Дело в том, что изначально в процессе воспитания правильные черты характера, эмоциональное реагирование и паттерны мышления просто не были прописаны. Таким образом, мужчина пытается переделать то, что переделать нельзя. Как следствие, мужчина тратит свои силы, время, нервы и достает женщину. Но так как она не понимает, что этот мужчина от нее хочет, она, естественно, на него агрессирует, то есть в свою очередь пытается переделать его. Какой отсюда можно сделать вывод? Выбирать правильных женщин. Кто такие правильные женщины? Они контролируют свое поведение, способны его анализировать и нормально с мужчинами коммуницировать. Следующий важный момент. Сексуальность женщины закладывается не тогда, когда девочка начинает теребить пипиську. Сексуальность женщины закладывается на основе проекции взаимоотношений ее матери с отцом и взаимоотношений отца с данной конкретной девочкой. Третье. Все стоит на физиологии. Дело в том, что нет женщин с одинаковой сексуальностью. У всех женщин сексуальность разная. Соответственно, от всех ожидать одного и того же нельзя. То есть убеждение мужчин, что все женщины одинаковые, неверное. Это отношение разрушает. Что является ключевым при построении отношений? Это правильный выбор. Поэтому если у мужчины изначально фильтры восприятия настроены на правильную женщину, все остальное приложится. Что значит правильная женщина? Это значит, что у нее было правильное воспитание. Если этого правильного социального предобуславливания не было, то возникает неприятный момент. Какой? Для длительных отношений такая женщина непригодна. Что поощряет те состояния, в которых пребывает психика такой женщины? Это инстинкты. Какие инстинкты? В женской психике доминируют два инстинкта. Это материнский и дочерний. Это две базовые программы, которые изначально прописаны в женской психике на уровне физиологии. Какое эго-состояние формирует материнский инстинкт? Через материнский инстинкт подкрепляются нежность, забота и самоотверженность. Кого обычно выбирают женщины, залипшие в материнском инстинкте? Они выбирают маменькиных сынков, таких пупсиков. Второй инстинкт – это дочерний, что подкрепляется у женщины по отношению к мужчине через дочерний инстинкт. Это беспомощность, доверие, инфантилизм, то есть такая ламповая няша. Какой мужчина нужен женщине, пребывающей в дочернем инстинкте? Ей нужен папик, мужчина, который будет решать все ее проблемы. Это игра, когда женщина будет генерировать проблемы, а мужчина будет их постоянно решать. Что испытывает женщина, находясь в этих состояниях? Она испытывает спокойствие. Но какую гамму чувств испытывает женщина, когда ее инстинктивные программы не реализованы? Она испытывает беспокойство, неопределенность, тревожность и раздражение. Как женщина себя ведет по отношению к мужчине, находясь в этих эмоциональных состояниях? Женщина начинает истерить, то есть предъявлять к мужчине претензии. Что значит претензии? Это всегда провокация. Женщина начинает мужчину провоцировать на то, чтобы он отреагировал. И своим поведением, удовлетворяя ее инстинкты, перевел ее либо в материнское, либо в дочернее эмоциональное состояние. Что позволяет делать знание этого всего? Оно помогает мужчинам вести себя с женщинами осознанно и смотреть по этим повадкам, какая перед ним сейчас женщина. Если взять трансактный анализ Эрика Берна, что сделал Эрик Берн? Он выявил субличности человека. Что такое субличности? По сути, это наш эмоциональный интеллект. Что делает материнский инстинкт? Он обуславливает поведение женщины в состоянии родителя, а дочерний инстинкт в состоянии ребенка. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что часто состояние внутреннего взрослого у женщин просто отсутствует. Почему так происходит? Дело в том, что у женщин, у которых преобладают инстинкты, им пребывать в состоянии внутреннего взрослого дискомфортно физически. Почему? Дело в том, что при формировании психики девушки в процессе ее воспитания стройку состояния внутреннего взрослого обеспечивает отец. В чем тут заключается проблема? Дело в том, что повсеместным воспитанием детей занимается мать.
Но может ли мать сформировать своей дочери навык комфортного пребывания в субличности взрослого? Очевидно, что нет. Почему женщинам трудно организмически пребывать в состоянии внутреннего взрослого? Дело в том, что субличность взрослого – это состояние энергетически невыгодное. В этом состоянии приходится включать аналитический аппарат, выходить на уровень саморефлексии. А это жрет ресурсы, как крокодил. Что значит саморефлексия? Это означает рассматривать свое поведение критически. В чем тут заключается проблема? Дело в том, что состояние внутреннего взрослого инстинктами не подкреплено, которые бы подкрепляли это состояние на генетическом уровне. Чем характеризуется у женщины состояние внутреннего взрослого? В этом состоянии женщина способна говорить про свои эмоциональные состояния по отношению к мужчине, воспринимать эмоциональные состояния мужчины и менять свое поведение. Давайте разберем навык поведения женщин по отношению к мужчинам. Для чего это надо? Для того, чтобы понимать, какие процессы происходят в голове, в поведении и в эмоциональном состоянии у женщин. Для чего это надо? Чтобы настроить фильтры своего восприятия таким образом, чтобы видеть правильных женщин. Чем это полезно женщинам? Если женщина понимает, как устроена женская психика и на какие ключевые точки необходимо воздействовать, у нее появляется рычаг для воздействия на себя любимую. Дело в том, что если человек понимает, какие процессы протекают в психике, он может начать на них воздействовать. Почему женщинам в современном мире развивать в себе состояние внутреннего взрослого невыгодно? Дело в том, что социальное программирование никто не отменял, которое направлено на то, чтобы в процессе воспитания при взаимодействии с мужчинами поощрять в девочках инстинктивное поведение. Если женщине это невыгодно, то что тогда выгодно? Какой основной результат в жизни преследует основная масса таких женщин? Основным источником ресурсов их жизни являются мужчины. Поэтому чем этих источников будет больше, тем жизнь такой женщины будет устроена лучше. Чем такие женщины обычно хвалятся? Во-первых, они хвастаются количеством мужчин, и во-вторых, их статусом. Поэтому что важно сделать мужчине, настраивая свои фильтры восприятия? Калибровать критерии, которые позволят таких женщин выявить. Для чего это надо? Для того, чтобы, встретив в своей жизни даму, которая хвалится ресурсоемкостью своих друзей мужского пола, понимать, какие мины его на этом поле ждут, и не подпускать эту барышню к себе на пушечный выстрел. Второй критерий. Женщина получает реальные ценности в обмен на виртуальные. Что она для этого делает? Она кормит своих ухажеров завтраками. Получается, у такой женщины есть некое стадо оленей, которые готовы для нее все делать, и кроме обещаний ничего за это не получать. За счет какого поведения женщина этот результат получает? Такие женщины транслируют постоянную сексуальную провокацию. Для чего они это делают? Для того, чтобы привлечь в свою жизнь как можно большее количество мужчин. Какое метасообщение такая женщина транслирует? Я архивостребована. Зачем она это делает? Это чистейшая воды манипуляция под названием завышение цены потери. Таким образом, она сообщает, что если мужчина ее потеряет, потом будет долго жалеть. Какой идет следующий прием? Происходит завышение стоимости приобретения. Но что произойдет с мужчиной, если он все-таки такую женщину попробует? Мужчина разочаруется и сольется. Почему? Потому что у такой женщины есть сексапильность, но нет сексуальности. Если переводить на язык маркетинга, то это красивая упаковка, а содержание чаще всего – китайская подделка. Чем характерно поведение такой женщины? Это удерживать вокруг себя как можно большее количество мужчин, с получением как можно большего количества ценностей. Что одновременно с этим в поведении такой женщины должно присутствовать? Это пресечение тест-драйва, то есть тотальная динамо. Какое у такой женщины должно быть эмоциональное состояние, которое должно приводить ее к желаемому результату? Звучит это примерно так. Приятно лицезреть мужчину, который тебя хочет, но которому не обломится. Чем сопровождается это состояние? Это такой кураж, чувство эмоционального превосходства над мужчиной. При этом мужчина как бы старается держать марку, сохранять свое мужское достоинство, держать лицо. Но для женщины на самом-то деле уже все давно очевидно. Что говорят такие женщины в разговорах, когда подруги делятся между собой? Я ему дала, либо я ему не дала. То есть сама семантика формулируется таким образом, что у меня есть нечто такое, что я могу дать, а могу не дать. То есть у меня есть метасообщение, а у тебя нет. Поэтому цену здесь назначаю я, а платишь здесь ты. И раз я пришла на свидание, то давай меня развлекай. Но соль заключается в том, что в отношениях дающей стороной всегда является мужчина. Но в нашем мире Алис в стране чудес дает женщина. Следующее – это вызывать влечение интересней, чем его утолять. Другими словами, возбудим, но не дадим. То есть постоянная секс-провокация. Для чего женщина это делает? Это является фактором, который создает из мужчин очередь. На языке CRM-подхода это создание входной воронки. Также существует главное правило стервы. В чем оно заключается? Выпячивая свои внешние качества и скрывая свой главный недостаток для одностороннего выкачивания ресурсов.
Какой недостаток? Сексуальные отношения. Именно поэтому, каждый раз знакомясь с мужчинами, женщина включает эту модель. Но поменять на уровне сознания, что ей сейчас с мужчиной надо демонстрировать не эту манипулятивную модель, а работать над своими глубинными проблемами, такой женщине в голову не приходит. Второе. Речь и повадки такой женщины должны сообщать. Я не только сексуальна, я еще супер востребована. И третье. Эта модель поведения «играем в Динамо». Что значит Динамо? Это означает, что все попытки сближения должны пресекаться. Почему у мужчин в этот момент начинают срывать крышняк? Потому что это нарушение законов биологии. Получается, ты пришла на свидание. То есть изначально мужчина тебе симпатичен. Потому что если бы он не был тебе симпатичен, ты бы не пришла. Но на свидании выясняется, что я с мужчинами только дружу. Почему только дружу? Потому что когда в постели фиаско, это мощнейший удар по самолюбию. При этом приходит на свидание при полном параде. Ну ок, если ты только дружишь, почему не можешь прийти просто так? Не, я так не могу. Я не в форме, я не накрашена. Почему она не может прийти не накрашенной? Потому что должна быть секс-провокация. Но если ты с мужчиной только друзья, то платите поровну. Если ты хочешь, чтобы мужчина для тебя что-то делал, дорогуша, ты тоже должна для мужчины что-то делать. То есть такие нормальные, равноценные, дружеские отношения. Почему женщина себя так ведет? Поскольку в глубине души мы фрустрированы, мы подтамкрачиваем свое эго через сексуальную востребованность, через удержание вокруг себя гарема мужчин. При этом, если мужчина отдаляется, его вновь приманивают назад. Для чего это делается? Для того, чтобы мужчин было много. Потому что уязвленное самолюбие болезненно требует подтверждения своей значимости. Какими принципами руководствуется такая женщина, чтобы все это работало? На самом деле таким женщинам секс не выгоден. А что им выгодно? Выгодно иметь над мужчиной рычаг управления. Этим объясняется пропаганда образа мужчин-животных, которым от женщин, таких духовных и романтичных, нужен только секс. Почему женщинам секс не выгоден? Потому что как только женщина становится сексуальной, она тут же рычаг воздействия на мужчину теряет. Почему теряет? Потому что начинает хотеть секса ровно столько, сколько и мужчина. С этого момента начинается равноправие полов, где происходит вкладывание в отношения поровну. Но таким женщинам это невыгодно. Почему? Потому что они мыслят в другой парадигме. Им выгодно получать в одностороннем порядке. Френдзона – это не дружба между мужчиной и женщиной. Это всегда игра в одни ворота. В какой парадигме движется такая женщина? Звучит это так. Поскольку для мужчин секс важнее, поэтому они мне должны все, а я им ничего. Именно отсюда и процветают все эти паблики, которые объясняют, кто такой настоящий мужчина. И что этот настоящий мужчина должен. Какие цели в рамках своей жизнедеятельности такая женщина получает? Это создание лихорадки. Для чего нужна лихорадка? Для того, чтобы мужчины принимали решения иррационально. В идиотских пабликах это транслируется так. Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Что важно понимать в таких отношениях? Равноправными отношениями тут не пахнет. Более того, эти отношения не ведут к созданию крепкой и стабильной семьи. Мужчины, которые попадают в такие отношения, становятся ветвистыми оленями. Таких ребят много среди пикаперов. Пикап изначально вроде как направлен на борьбу со стервологией, но на самом деле стервологию обслуживает. Как обслуживает? Мужчины своей настырностью вкладываются в этот проект под названием «Отношения» сверхприбыли, не понимая того, что этот проект изначально фейковый. Для чего это важно мужчине? Мужчина начинает понимать поведение таких женщин, и у него слетают розовые очки. Он какое-то время расстраивается по этому поводу, но потом приходит в чувство и начинает осознавать, что все эти годы был ветвистым оленем, но потом прозревает и косячить перестает. У мужчины правильно настраиваются фильтры восприятия, и он начинает видеть женщин, которые пытаются над ним стебаться. Он начинает понимать, как себя с ними вести, потому что знает, что они на самом деле из себя представляют. Что это понимание дает мужчине? Экономию времени и энергии, потому что главный ресурс – это время, а время – это то, из чего сделана наша жизнь. Вследствие чего мужчина перестает вкладывать свои ресурсы в изначально бесперспективный проект. Давайте разберемся, как заточить свои фильтры восприятия таким образом, чтобы таких женщин отслеживать быстро. Для чего это надо? Для экономии времени. Чтобы фильтровать таких женщин еще по итогам первого свидания и гнать их поганой метлой. Что находится в основе поведенческих паттернов таких женщин? Там лежат манипуляции. Отсюда такая популярность тренингов по стервологии. То есть как научиться манипулировать вниманием, поведением, эмоциями мужчины. То есть манипуляция тотальная и постоянная. Чем в психологическом плане будет измеряться результат такой женщины? Это удалась манипуляция или нет? Что в результате этих манипуляций такая женщина получает? Влюбленного мужчину. Здесь речь идет именно о влюблении. То есть на манипуляции такой женщины мужчина должен быть подсажен крепко.
Именно поэтому такое количество запросов в Рудстате. Как заставить мужчину страдать? Как заставить мужчину ухаживать? Как заставить мужчину дарить цветы? Как себя чувствует такая женщина, когда манипуляция удалась? Это временный психологический комфорт. Зачем женщина к этому стремится? Получается, что если такая женщина этого не получает, то она пребывает в психологическом дискомфорте. Зачем ей этот психологический комфорт нужен? Для утоления эмоционального голода. Итак, когда манипуляция удалась и защиты мужчины сбиты, когда мужчина открыт и беззащитен, им можно продолжать манипулировать дальше. Одновременно с этим такая женщина не слишком зацикливается на одном мужчине. Почему? Потому что у нее их несколько. То есть из мужчин постоянно гаремчик. Что должна делать в поведении такая женщина, чтобы манипуляция работала? Первое – это игра на инстинктах мужчины, то есть постоянная провокация. Это ответ на вопрос, почему женщинам выгодно считать мужчин животными. Если предположить, что мужчина обладает рассудочной деятельностью, можно ли будет играть на его инстинктах? Очевидно, что нет. Поэтому идет целенаправленная пропаганда того, что мужчина мыслит преимущественно головкой. То есть такое животное, которым через поведенческое воздействие легко управлять. На какие инстинкты воздействуют такие женщины, чтобы манипуляция удалась? У мужчины их три – сексуальный, лидерский и отцовский. Как идет манипуляция на сексуальный инстинкт? Это провокативное поведение и постоянная дразнилка, то есть демонстрация своей сексуальной привлекательности с одновременным дистанцированием. Как такие женщины играют на отцовском инстинкте? Девочка, такая теплая ламповая няша. Хочется о ней заботиться, развлекать ее, проявлять широту мужской души. Естественно, ожидаешь от нее взаимности. В ее присутствии буквально таешь. Но как-то эта девочка ведет себя слишком цинично. То сливает периодически, то динамит, то встречи забудет, то просто гадость какую-то ляпнет. А ты перед ней душу открываешь, рассказываешь про свои самые сокровенные мысли и ожидания. А потом с удивлением обнаруживаешь, что она параллельно с другим крутит. Информацию, которую ты про себя рассказывал, она сливает третьим лицам. Что это такое? Это манипуляция. Манипуляция на инстинкте отцовства. Но дело в том, что человек не помидор, он не может сгнить моментально. Поэтому, когда эта гниль проявляется, что в этот момент происходит? Мужчина начинает рвать на себе одежду, посыпать голову пеплом и говорить: «Как же я мог быть настолько слеп?» Какой следующий инстинкт? Это лидерский. Что делает такая женщина? Она отправляет мне это сообщение: «Посоперничай за меня». Дело в том, что мы, мужчины, хотим быть Бэтменами. Как павлины распускаем хвост, петушимся и готовы соперничать. Практически у каждого мужчины в жизни была такая ситуация, когда его имела ламповая няша и в хвост, и в гриву, а потом еще с таким же оленем сталкивала рогами. Но практика жизни показывает, что если женщина мужчину любит, она ему такую подлянку устраивать не будет никогда. Следующий фактор, который у таких женщин присутствует, это постоянная игра в любовь. Причем со стороны женщины эта игра в любовь абсолютно искренна. То есть женщина в нее верит абсолютно. На уровне эмоционального интеллекта женщина искренне верит в то, что она делает, это никакая не манипуляция, а поиск принца. На уровне сознательной логики у женщины прекрасное оценивание мужчин и отслеживание их слабых мест. Прокалывая мужчину по одному из трех инстинктов, на уровне сексуального инстинкта это постоянная дразнилка с дистанцированием. На уровне отцовского инстинкта это захочет приголубить и на этом его подцепить. Либо это будет лидерский инстинкт, когда женщина провоцирует мужчину на ревность, чтобы он ревновал ее каждому столбу и отбивал у собственной тени. Но одновременно с этим будет всячески его динамить. При этом искренне веря в то, что она найдет свою любовь и в этой любви будет счастлива. Какой можно описать совокупный внешний образ, который демонстрируют такие женщины, для того, чтобы манипуляция удалась? Выглядеть внешне беззащитно, инфантильно, наивно, беспомощно и сексапильно. Этот образ бьет сразу во все мужские инстинкты. Какой навык необходим такой женщине на уровне поведения? В нужный момент это навык подстройки снизу. Чем является этот навык? Это своего рода маска, но, как говорил господин Гурджиев, не срывай с человека маску, вдруг это намордник. Что же на самом деле находится в психике таких женщин? В основе этого портрета преобладают 5 качеств. Что это за качества? Несексуальность, бесчувственность, эгоизм, беспощадность и цинизм. Что значит несексуальность? Это когда в процессе воспитания у девочки была задавлена сексуальная сфера. Что значит эгоизм? Это неспособность входить в состояние другого человека. Что значит бесчувственность? Это блокировка практически полностью сердечного центра. Что такое беспощадность? Беспощадность – это противоположность благородству. Как метафора, когда враг повержен, то обычно к врагу интерес теряется. Но для таких женщин враг – это всегда мужчина. Что будет делать такая женщина? Она будет стремиться победить мужчину. И когда мужчина побежден, что она делает?
она будет над ним глумиться. Такие женщины не просто безжалостны, они беспощадны. Как такие женщины обычно говорят: приятно посмотреть, что он еще придумает. Очевидно же, что я ему нравлюсь. Пусть повертится, как уж на сковородке. То есть интересно, а какие ухаживания он еще придумает? Также периодически такие женщины собираются в девичнике и меряются пиписьками, как они обращаются со своими мужчинами в плане капризности, вредности, мстительности, цинизма и беспощадности. Какими правилами по жизни такие женщины руководствуются? Первое – это лживость на уровне себе любимой. Дело в том, что существует огромная разница между тем, когда ложь во спасение, и перманентная ложь сама себе. Зачем они это делают? Такие женщины живут во лжи не для того, чтобы запудрить кому-то глаза, а для того, чтобы не видеть, что они себя реально представляют. Второе – это актерская игра, то есть кокетство и жеманство. Третий принцип – манипуляции. Четвертый – кому надо больше, тот и платит. И пятое – это недоступность, то есть постоянная игра в догонялку, когда женщина все время убегает, а мужчина ее догоняет. При помощи какой черты такую женщину можно выявить? Это неестественность. Что значит неестественность? Это когда слова с действиями не совпадают. Что сопровождает эту неестественность? Набор ролей и масок. В запущенном варианте, даже занимаясь сексом, такая женщина будет моделировать то, как она в данный момент выглядит. Но что же лежит в основе этого поведения? В душе таких женщин присутствует одиночество, покинутость и скука. Собственно, лживость в поведении является причиной того, чтобы эти качества скрыть. Какие факторы эту модель формируют? Первое. У девочки в детстве была эмоциональная недоступность отца, либо его отсутствие. Второе. Внешняя привлекательность. И третий фактор – это наличие в семье доминирующей матери. Что делает такая мать? Она программирует дочь путем директивных внушений. Как это выглядит? Когда мать целенаправленно манипулятивными методами исключает отца из воспитания дочери, либо его образ в глазах дочери дискредитирует. Что является у такой женщины двигателем этой модели? Это вечная борьба за любовь. Поскольку в детстве это не закрепилось, такая женщина всю свою сознательную жизнь через манипуляции будет бороться за любовь. Поскольку у нее в детстве не было эмоционально доступного отца, через которого она смогла бы этот гештальт закрыть, она будет это реализовывать через каждого попавшегося в ее жизнь мужчину. В чем заключается проблема? Дело в том, что на открытую коммуникацию с мужчинами такая женщина не способна. Почему не способна? Потому что в детстве у нее закрепилось, что папа ее не любит, что папа бесчувственный. Поэтому я тоже буду бесчувственна. Что это такое? Это защитные механизмы психики. Как будет действовать такая женщина, если манипуляции не удаются? Для такой женщины отрицательный результат тоже результат. Почему не важно, каков был исход этих манипуляций? У таких женщин возникает прекрасная эмоция под названием «жалость к себе». У нее появляется прекрасная возможность в разговорах с подружками слезливо себя пожалеть и испытать желаемые эмоции с объяснениями, какие же мужики козлы. Именно удовольствие от реализации этой потребности и подкрепляют у такой женщины ее эмоциональное состояние. Каким же мировоззрением должны обладать такие женщины? Это убеждение, что мир мне обязан, то есть мне плохо, поэтому мне все должны. Причем, чем ей хуже, тем она более требовательна. Какие вторичные выгоды такая женщина получает? Она мнит себя альфа-самкой. Таким способом такая женщина за счет мужчин компенсирует свою самооценку. По сути, ее стоимость гроша ломаного не стоит, но мужчины, тем не менее, выстраиваются в ряд. Какой тут можно сделать вывод? Такая глубоко несчастная женщина старается победить свою несчастность за счет компенсаторной стратегии. На самом деле вся эта бодяга и затевалась для того, чтобы получить временный комфорт и утолить свой эмоциональный голод, плюс через манипуляции получить какие-то плюшки. В чем заключается практическая польза этого видео? Если вы смотрите это видео, значит вас что-то срезонировало. Практическая ценность заключается в том, чтобы всю эту мудянку осознавать. Что эта осознанность дает мужчинам? Это позволяет не терять контроль ситуации и всей этой стервологии противостоять. А главное, экономить свои силы, время, нервы и эмоциональные ресурсы. Потому что если мужчина это не осознает, он может попасться на манипуляции. Поэтому, когда чувствуешь манипуляцию не на уровне бессознательной догадки, а на уровне осознанного понимания, появляется возможность коммуникацию с такой женщиной разорвать. Что является причиной этой проблемы? В современном мире транслируется такая идея, что суть женщины – это постоянное подтверждение своей востребованности. Получается, что нам невольно встраивают стереотип, что любая женщина изначально несовершенна. Когда мы в это начинаем верить, мы рискуем впасть в иллюзию. Почему? Потому что когда мужчина считает, что любая женщина несовершенна, он автоматически отрезает себе доступ к хорошим женщинам, то есть настраивает свое восприятие видеть только говно. Со стороны же правильных женщин возникает естественная реакция.
Я люблю мужчину, я любима мужчиной, я не манипулирую им, он не манипулирует мной. Про какое нахрен несовершенство идет речь? Начинается путаница в понятиях. Женщины начинают выкатывать претензии мужчинам, а мужчины начинают противостоять женщинам. Но есть редкая часть женщин, у которых с этим все в порядке, по умолчанию. Они не манипулируют мужчинами и даже не пытаются. Они испытывают постоянный психологический комфорт и не испытывают эмоционального голода. И получается, что такой женщине вполне достаточно одного влюбленного в нее мужчину. Правильные женщины в эти штучки не играют. У них с сексуальностью все в порядке. Они не подставляют мужчин через манипуляции инстинктами, а изначально настроены на то, чтобы строить с мужчиной гармоничные и полноценные отношения. Женщина же, которая обладает истинной сексуальностью, обладает мощнейшим притяжением мужчин в свою жизнь. Там формируется уже совершенно другая модель отношений. Там гораздо больше равноправия, доверия, взаимного удовольствия. Там присутствует чувство и вкус к жизни. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому прекрасной половине человечества хочу пожелать проявлять к мужчинам свою женственность и чувственность, а мужчинам любить и ценить своих женщин. А также желаю счастья, понимания в личной жизни и в процессе выстраивания гармоничных отношений жить душа в душу, взаимодополняя друг друга. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!